Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Меня зовут Виталий. Сегодня мы рассмотрим одну из таких проблем, которая случилась с установкой. На машину установили сигнализацию и кнопку старт-стоп. После установки сигнализации все было нормально. После установки кнопки старт-стоп перестало функционировать отключение света в режиме авто. То есть при постановке в охрану со штатного ключа, либо при вытаскивании ключа из замка, происходил переход системы в режим стендбай. В данный момент, после установки кнопки старт-стоп, штатная система не видит удаления ключа и режим стендбай не исполняется. В данной ситуации есть выход. Сейчас я его вам покажу. Разборку и сборку облицовок я вам не буду показывать, потому что если вы смогли установить сигнализацию, значит вы знаете, как это все делается. Остановимся именно на моментах, которые необходимы. Вкратце, четко и понятно. Итак, рассмотрим ситуацию. При установке кнопки старт-стоп на щиток, на штатное место, где был замок зажигания, мы удалили личинку. И также на ней есть датчик присутствия ключа и подсветка замка. Все это выходит на разъем, на 4-контактный. Присутствие ключа у нас распознается при замыкании вот этого контакта. То есть восстанавливаем назад схемку. Вот, и мы видим, что у нас на табло загорелся свет, а при вытаскивании ключа он гаснет. Так, то есть если мы включили свет, затем включаем зажигание, и при выключении зажигания у нас свет остается включенным. И он не погаснет, пока не выключить его вручную. Но при присутствии ключа было немного другое. То есть у нас получается, мы когда вставляли ключ, и при вытаскивании все гасло и уходило в спящий режим. Вот. В данный момент, чтобы усыпить машину, либо нужно вставить ключ, либо спеть ей колыбельную. Слов колыбельной я не знаю, поэтому будем имитировать ключ. Для этого нам понадобится вот в этом разъеме, который у нас там остался, сымитировать замыкание вот этих двух контактов, зеленый и синий, так как они уходят на ключ, на датчик присутствия ключа. Так, аккуратненько вытаскиваем разъемчик и смотрим, куда приходит. Вот желтый и белый провода. Вот их нам нужно будет сымитировать так, что ключ якобы присутствует и потом удаляется. Для этого нам понадобится вот такое вот реле, купленное на Алиэкспресс, 12 вольт, малоточное. Его будет достаточно. Так, провода напаиваем на реле. Черненький возьмем как масса, потому что он в основном везде масса используется, черный провод. Белый возьмем для подключения к разъему. Так, лудим все провода. Итак, на обмотку реле сажаем плюс и минус. Так. А на контакт реле сажаем белый провод и посадим его в разрыв. На место разъема личинки замка. Так. Отключаем на нормально разомкнутый контакт. Так, распайка должна быть вот такая. Итак, прижмем все контакты так, чтобы они у нас не прокусывали изоленту. Так. И
аккуратненько заизолируем. Так, теперь мы можем даже примотать это реле к этому разъему, чтобы она у нас не болталась нигде. Вот так. Так, теперь контакт сажаем, как мы выяснили, на желтый и белый. Так. Делаем красиво. Отрезаем лишнее. Зачищаем и подключаем. И второй провод. Вот при замыкании он показывает присутствие ключа, которого у нас нет. То есть теперь у нас вместо присутствия ключа вот это реле. Но теперь, чтобы его заставить работать так, как нам нужно, надо его подключить так, чтобы при включении кнопки старт-стоп, при включении зажигания с кнопки старт-стоп, у нас срабатывало реле. И вот я думаю, что в принципе нам нужно посадить его на аксессуары, но можно и на зажигание. То есть получается у нас реле будет замыкать контакт, когда на него подается питание, и будет размыкать, то есть как бы удалять ключ виртуальный при снимании питания. Так, поставим разъемчик на свое место и подключим провода для активации реле. Минус подключим на минус, на любой. То есть у нас минус есть здесь, вот здесь, вот на этом болте. Вот, сейчас мы туда его протащим. Так, ну протащить провод может каждый как ему нравится. И главное, чтобы он не цеплял движущуюся часть. Я протащу вот так. Так, и даже немножко схитрю и подключу его на этот провод, который уже подключен к массе. И коричневый провод нужно подключить на, в моем случае, на аксессуары, так как мы подключали сюда и сигнализацию, и кнопку старт-стоп до того, то я думаю, что можно подключить на вот этом разъеме так, либо на разъеме сигнализации. Ну вот кому как удобно. Я подключусь, наверное, все-таки здесь. Так, на этом разъеме у нас аксессуары — это белый провод. Это можно проверить контролькой. Так, вот на белый провод мы и подсадим коричневый от релюшки. Что же при этом у нас получилось? Повторяем тот же эксперимент, который у нас был до установки реле. Вот мы включаем, у нас значок загорелся. И теперь включаем зажигание. Первое положение, второе. И выключаем. Все, так как у нас теперь релюшка имитирует вытаскивание ключа, у нас погас значок. Ну, естественно, машина переводится в спящий режим. Режим стендбай. То, чего мы хотели добиться. Ну, сборку, я думаю, вы произведете самостоятельно. Итак, друзья, вы видели
эта проблема решается очень легко при наличии опыта или смекалки. Подписывайтесь на канал, если это видео было вам полезно. Поделитесь им с друзьями. Чтобы подписаться, нужно нажать на кнопочку. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующих видео. Всем удачи!